Глава 561. Установление законов. Через несколько дней в городе чудес. Офис Мэн Цинву несколько раз расширялся, и теперь он стал самым передовым информационным центром на континенте. Ей нужна была только эта площадь в 1500 квадратных футов, чтобы контролировать весь чудесный город и комитет чудотворной торговли. Отправка солдат и выдача приказов могут быть выполнены быстро. Мэн Ин последовала за Мэн Цинву, изложив все свои новые производственные планы. Заводы комитета чудотворной торговли уже были подготовлены в великой стране Чжоу, великой летней стране и некоторых районах северной страны. В лесу было несколько промышленных секторов, а также несколько заводов искусственного интеллекта, управляемых в сотрудничестве с эльфами. Мэн Ин была министром производства города чудес, она отвечала за график и контроль качества для различных заводов, а также за необходимую поставку материалов и технологий. Несмотря на то, что умный мозг помогал заботиться об этом, она все еще была занята работой целыми днями. В нашей лаборатории духовных технологий произошел большой прорыв. Мэн Цинву сказала своей младшей сестре: «Нам нужно увеличить скорость строительства духовных башен. Духовные технологии являются очень важным фактором развития нашего чудесного города». Глаза Мэн Ин загорелись, потому что духовная технология была хорошей вещью. Арена и полигон были построены с использованием этой технологии. Теперь, когда произошел большой прорыв, должно было быть что-то, чего стоит ожидать, поэтому она хлопнула себя по груди и пообещала: «Будь уверена, старшая сестра, я лично справлюсь с этим». «Уверена, с тобой здесь, и я всегда уверена». Мэн Цинву имела высокий статус в группе комитета чудотворной торговли. Будь то Вивиан, Нангунь Юнь или Деларес и другие, все они имели уважение к ней, развивая отношения босса и подчиненных с ней. Кроме Чутиня, только Ин была самым близким человеком к ней. Иногда это делало Мэн Цинву одинокой, но она понимала, что, чтобы вести этот корабль комитета чудотворной торговли, нужно было пойти на некоторые жертвы. «Ин, как дела между тобой и Чутянем?» Мэн Ин никогда не думала, что ее старшая сестра упомянет этот вопрос. Ее маленькое лицо стало слегка красным. Это все то же самое. Этот парень был под землей так долго, и он только вернулся несколько дней назад. Он был со мной только полдня, прежде чем снова убежать, чтобы сделать что-то странное. Мэн Цинву ласково погладила волосы своей младшей сестры. «Глупая девочка, ты не понимаешь его. Он кажется случайным на поверхности, но не просто смотри на его внешность. Он очень серьезный и целеустремленный человек. Я не знаю, что он хочет сделать, но у него есть свои мысли и идеи. Ты должна проявить инициативу, чтобы ухватиться за него». Мэн Ин посмотрела на Мэн Цинву. «Я чувствую, что в этом мире старшая сестра — это та, кто лучше всех понимает Чутиня». Мэн Цинву кашлянула. «Что за чушь ты говоришь?» Чутянь сказал, что готовится планировать свадьбу. Мэн Ин боялась, что другие услышат, поэтому она тихо сказала: «Как насчет того, чтобы ты женился на нем со мной? Жениться на двоих — это все равно, что жениться на одном нас точно не разлучит. Выйти за него замуж? Тфу. Куда денется мое самоуважение?» Мэн Цинву выплюнула и показал редкий вид застенчивой девушки. Он ничего не сделал, и он хочет купить одно и получить второе. Как может быть что-то такое дешевое в мире? Мэн Ин крикнула: «Старшая сестра, у тебя красное лицо. Глупая девочка, смотри, как я преподам тебе урок». Мэн Цинву и Мэн Ин дразнили друг друга. Если бы люди чудесного города увидели это, они бы точно были ошеломлены. Холодный и элегантный женский вицелорд мог на самом деле вести себя как ребенок. Они вдвоем дразнили друг друга. Внезапно вошла Нангунь Юнь, старшая сестра Цинву, эльфийский король и другие здесь. «Должны ли мы начать?» Мэн Цинву вспомнила, что была важная встреча, и быстро поправила одежду и волосы. «Приведи 4 лордов в конференц-зал городского лорда, я буду там через 10 минут». Лес хаоса постепенно стал более упорядоченным. Тысячелетние противоречия между 4 силами медленно менялись, и расы леса должны тратить меньше энергии на борьбу друг с другом и больше на расширение. Если бы это было сказано пару лет тому назад, никто бы не поверил, но появление комитета чудотворной торговли создало большие изменения в лесу хаоса. Эта 4-сторонняя конференция была очень важной, конфликт между 4 странами стал бы посредничеством. Будет установлен новый баланс и сотрудничество. Конечно, эта конференция была организована комитетом чудотворной торговли, поэтому комитет чудотворной торговли должен был присутствовать. Однако, даже если это была важная встреча, положение городского лорда Чутиня было пустым. С тех пор, как он вернулся из чистилищного мира, Чутянь заперся, изучая что-то неизвестное. Однако, хотя Чутянь отсутствовал, с Мэн Цинву в качестве их лидера, Мэн Ин, Нангунь Юнь, Деларес и другие высокопоставленные члены были здесь.
Большое спасибо за то, что 4 лорда пришли в комитет чудотворной торговли, чтобы обсудить планы будущего сотрудничества. У Мэн Цинву был спокойный и опытный стиль. Она не стала тратить время на шутки и напрямую коснулась основной темы. Из наших собранных данных о лесе хаоса мы узнали, что в лесу насчитывается более 300 городов, а в городах проживает 25% населения, причем в общей сложности 600 миллионов человек. Мэн Цинву сказала это и использовала зеркало, чтобы показать изображение. Веерообразные статистические данные показали карту леса хаоса, вечный лес, дикие горы, гигантский горный хребет и хребет драконов имеют менее 100 городов. Самым большим является хребет драконов с 42 городами. Другими словами, более 2/3 лесных городов являются независимыми городами, принадлежат к другим силам или имеют имущественные споры из-за них. Данные были очень убедительными. Лес хаоса был настолько хаотичным из-за различных сил внутри леса. Хотя 4 великана были главными силами для леса хаоса, строго говоря, влияние, которое они оказали, даже не охватило половину всего леса. Другие силы действуют как подушки для этих 4 сил или находятся слишком далеко от этих 4 сил. Поэтому в лесу было много военных действий с различными силами, нападающими друг на друга, и грабители леса создавали хаос между ними. Мэн Цинву продолжал объяснять, если смотреть на разные стороны, такие как ресурсы, население и сила, лес хаоса имеет условия, чтобы стать силой уровня империи. Сегодня, когда чудесный город является ядром, 4 державы вступят в сотрудничество. Я думаю, что нам нужно работать, чтобы изменить это. Вице-лорд говорит правду. Ланселот услышал это, и он не мог не высказать свое мнение. Только ситуация с лесом хаоса не сформировалась за 1 или 2 дня, эти отношения, сложившиеся 10 тысяч лет назад, мы не можем легко изменить. Это правильно. В лесу более 100 рас, и у каждой расы свои жизненные привычки и убеждения. Среди деревень и городов разных рас все они полны недовольства и ненависти, и это будет трудно решить в течение 100 лет. Повелитель драконов имел наибольшее право комментировать этот вопрос, потому что раса повелителя драконов была очень маленькой, а город, которым он управлял, был очень большим, с множеством разных рас внутри города. Поэтому были частые восстания, которые вызывали сильную головную боль у повелителя драконов. Не начинать войну и прорваться через лес — это легко сказать. Но лес такой большой, и через сеть проскользнет много рыб. В ближайшие несколько сотен лет будет трудно установить мир. Ярость грома и взрывной коготь ничего не сказали, но они согласились с мнением крыла смерти. Лес хаоса мог стать империей, но никогда не станет ею, не говоря уже о сложных отношениях между силами в лесу хаоса, просто основываясь на сложных отношениях между 4 гигантами, они не могли сотрудничать, они могли работать только для взаимной выгоды. Как эльфы могли работать с духовными животными, как могли драконы сотрудничать с триантами, которые защищали жизнь, это была действительно очень трудная работа, но это было то, что нужно было сделать для Мэн Цинву. Лес хаоса должен был собраться воедино, иначе это место было бы трудно превратить в большое влияние. Это была самая важная задача, которую Мэн Цинву дала себе в следующие несколько лет. Будет сильное сопротивление. Но это должно было быть сделано. Устройство связи Комитета чудотворной торговли, устройство передачи информации, транспортные устройства ИТ. Дней. Чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал в лесу хаоса, мы должны создать единую среду. Мэн Цинву продолжала говорить. Я думаю, что все неправильно поняли мои намерения. Город чудес не ищет метод централизации империи, скорее мы хотим достичь соглашения с различными кланами на основе взаимной выгоды. Мы хотим достичь понимания, которое минимизирует конфликты и споры, чтобы мы могли еще лучше развивать лес. Все 4 гиганта обдумывали это. Если бы они не преследовали примирение, а скорее преследовали сотрудничество, это могло бы быть сделано. Все выгоды были связаны друг с другом, и стабилизация леса хаоса была выгодна всем им, поэтому никто из них не отверг это предложение. Крыло смерти спросил, что хочет сделать вице-лорд? Это начнется с нас. Мэн Цинву открыла свиток. Ничего нельзя достичь без правил и стандартов. Самая важная задача этой конференции — определить основные итоги этого альянса и принять несколько законов о лесе. С этого дня, с ограничениями от законов и поддержкой со стороны законов, мы сможем достичь базового консенсуса, который защитит право и статус наших 5 сил. Достижение соглашения. Используя законы, чтобы ограничить поведение каждого, правильно, 4 гиганта были вызваны сюда только для того, чтобы Мэн Цинву могла установить правила. Для места без правил не нужно мечтать о том, чтобы стать большой фигурой. Мэн Цинву была теперь правителем города чудес, поэтому она не могла допустить, чтобы это случилось. Даже если они были 4 гигантами, они должны были честно следовать законам. Мэн Цинву была уверен, что сделает это. Город чудес имел уверенность сделать это. Ланселот первым высказал свое мнение. «Я согласен».
Было хорошо известно, что эльфы следовали законам и демократии. На это решение от Комитета чудотворной торговли, естественно, эльфы согласились бы и полностью поддержали его. Но смогут ли другие 3 силы поддержать это решение? Глава 562. Лесной альянс. Под руководством вицелорда Мэн Цинву 4 гиганта Леса Хаоса достигли соглашения. 4 державы и город чудес подписали соглашение о союзе, назвав СВОП-союз Лесным альянсом. Это был исторический момент для Леса Хаоса. Разделенные 4 враждующие силы исчезли, и теперь они создали альянс, чтобы стать сверхдержавой. Для Лесного альянса было 3 основных правила. Во-первых, им не разрешалось нападать или вторгаться друг в друга. После того, как был создан Лесной альянс, город чудес разместит умный мозг в каждом городе, и каждый город будет построен вокруг умного мозга в будущем. Города альянса будут контролироваться системой умного мозга, поэтому все записи о ресурсах будут четко обозначены, чтобы никто не мог атаковать другой город или украсть какие-либо ресурсы. Во-вторых, в случае нападения на любого члена альянса или любого другого города альянса им помогут другие города. После того, как Лесной альянс был сформирован, хотя они были разделены на Эльфийскую область, область гигантов, область духовных зверей, область драконов и город чудес, все они были партнерами. Когда члены угрожали, другие участники были обязаны помочь. Если город подвергся нападению, ближайший город должен был послать подкрепление, стабилизирующее альянс. В-третьих, Лесной альянс сформирует Лесной парламент. Основные решения Лесного альянса или внутренние награды и наказания будут приниматься этим парламентом. В Лесном парламенте было 6 высших постов, причем у 4 гигантов по одному на каждого, а 2 у города чудес. Лесной парламент был высшей фигурой власти, а также создал 3 различных департамента. Существовали Лесной суд, законодательный Лесной суд и арбитражный Лесной суд. В каждом городе будет создан Лесной суд, который будет отвечать главным образом за гражданские дела, уголовное преследование, административные процессы и т.д. Он должен был ограничивать право различных городов и устанавливать их в соответствии с законом. Конечно, у разных рас, разных городов и в разных районах законы и правила должны будут применяться к каждому конкретному обстоятельству. Лесной суд просто отвечал за соблюдение законов и правил. Лесной законодательный суд отвечал за создание законов. В каждом городе будет Лесной суд. Но также будет и законодательный суд. Помимо основных законов Альянса, другие законы должны были бы соответствовать ситуации в разных областях, чтобы адаптироваться к различным средам и расам Леса Хаоса. Лесной арбитражный суд был для разрешения противоречий между городами. Если между городами Альянса возникнет конфликт, то городские лорды не должны будут отчитываться перед своим начальством. Вместо этого они должны отчитываться перед Лесным парламентом, чтобы подать заявку на арбитраж для обеспечения справедливости. Арбитражный суд также будет иметь надзорную обязанность. Если будет город Плесила, которые вышли за СВОП-пределы, они могут отправить предупреждение. Мэн Цинву, казалось, внезапно превратился в мастера права. Вскоре она создала 3 судебные системы, которые выполняли свои функции и одновременно контролировали друг друга. Это позволит сохранить порядок, а также даст возможность для изменений, соблюдая стили и правила каждого места. Если бы система Лесного альянса могла быть введена в действие, это значительно уменьшило бы хаос в лесу. Все 4 гиганта подписали Лесное соглашение. Альянс можно считать официально созданным. Мэн Цинву увидела, что самая важная задача была выполнена, и с облегчением вздохнула. Все 4 гиганта быстро согласились на Лесной альянс, главным образом потому, что у них всех были запросы на чудесный город. В сердце Мэн Цинву было ясно, что город чудес все еще слишком слаб, и бумажный контракт вообще не имеет обязательной силы. Когда выгода от разрыва альянса будет больше, чем от его сохранения, они без колебаний уйдут. Но это не имело значения. 4 великанам нужен был чудесный город. Лесной альянс не распадется в ближайшее время. Мэн Цинву верила, что хотя чудесный город сейчас слаб, после создания Лесного альянса в лесу возникнут большие волны. Другие державы или независимые города непременно присоединятся к Лесному альянсу в целях безопасности или получения выгод. Эти силы и города присоединятся к Лесному альянсу, но они не присоединятся к 4 великанам, поэтому была большая разница. Как сказала ранее Мэн Цинву, в лесу было более 300 городов, а 4 гиганта контролировали только треть из них. С городом чудес, создающим Лесной альянс с 4 гигантами, какой импульс у них будет? Если бы они воспользовались этой возможностью привлечь другие 200 городов в рамках Лесного альянса, влияние 4 гигантов в Лесном альянсе уменьшилось бы. Зависимость альянса от 4 гигантов не будет такой большой. Город чудес имел в альянсе нейтральный статус.
Города нанимали себя в лесной альянс, а не в город чудес, но на самом деле их возглавлял бы город чудес. Город чудес получит выгоду, если никто не будет думать, что он жадный. Город чудес получит влияние, если никто не будет думать, что он тиран, и город чудес станет сильнее, если никто не будет думать, что он угроза. Это была сила мудрости молодой мисс. Если бы чудесный город непосредственно захватил бы силы малого и среднего размера, они увеличили бы количество городов, но это вызвало бы недовольство. Теперь с этим методом, используя название Альянса, ситуация была совершенно иной. Стиль экспансии державы или страны сильно зависел от их лидера. Молодая мисс была как Чутянь, у нее не было сильного желания контролировать. Поэтому, даже если бы комитет чудотворной торговли был достаточно силен, они не стали бы красть территорию, потому что город чудес не нуждался в этом. Комитет чудотворной торговли был силой технологий, так почему они должны были воровать у других? Они будут искать прибыль с помощью своих технологий, после того, как был создан лесной альянс. Мэн Цинву обсудила конкретные детали дальнейшего расширения. Город чудес увеличил скорость их сотрудничества с 4 гигантами. При поддержке Банка чудес в разных регионах были созданы Банк Титанов, Банк Драконов и Банк Бегемотов. Эти 3 банка не могли сравниться с Эльфийским банком, но в городах, которые они контролировали, все еще оставалось место для развития. 3 гиганта были честолюбивы. До тех пор, пока они будут получать техническую поддержку от чудесного города, им не только будет проще управлять их территориями, но и их возможности будут расширяться. Они больше не будут ограничиваться небольшим местом, таким как лес хаоса, и они смогут начать покидать лес, чтобы расширяться на бесконечном континенте. У самого богатого лорда драконов леса хаоса не было ничего, кроме денег, и у этого гигантского дракона не было других хобби, кроме любви зарабатывать больше денег. Когда был сформирован Банк драконов, он немедленно вложил 5 миллионов исходных камней из своего дворца драконов. Он начал планировать с городом чудес создание крупнейшей компании по добыче ресурсов, чтобы грабить все богатства мира. После того, как Банк Титанов был создан в гигантском горном хребте, они были готовы собирать большое количество средств, и с помощью технологий Комитета чудотворной торговли они были готовы создать самый большой промышленный сектор в лесу. Гигантский горный хребет насчитывал сотни миллионов гигантов и гномов. Они представляли высший уровень мастерства в лесу хаоса или даже на всем континенте. Гигантский горный хребет был богат ресурсами, но они не могли добывать его раньше и теперь, когда они сотрудничали с Комитетом чудотворной торговли, все было возможно, дикие горы отличались от 2 других, их экспансия была более прямой и мощной, Банк Бегемотов собрал большое количество военных средств из диких гор. Они давали военные займы духовным зверям, покупали большое количество военной техники, а также покупали современное оружие в чудесном городе. После того, как духовные звери получили мощное оружие и много припасов, они отправлялись в неизвестные лесные районы, чтобы убивать диких зверей и дикие племена. Они даже выходили из леса, чтобы покорить окружающие маленькие королевства, захватывая их и зарабатывая богатство. Духовные звери имели свое население и дешевую боевую силу, они были единственными из 4 гигантов, которые могли это сделать. Помимо этого, Лесной альянс также придавал большое значение чистилищному миру. Чутянь послал Вивиан создать пространственный форт, и они скоро смогут его использовать. Транспортируемое оборудование чудесного города и оружие изначальной энергии скоро дойдут до города тьмы, и они также вербуют некоторых демонов-воинов и инженеров темных гномов из мира чистилища, позволяя поверхности и чистилищному миру обмениваться ресурсами. Город чудес был похож на большую паутину. Только эта большая паутина становилась все сложнее и сложнее с каждым днем, связывая весь лес хаоса. Такого рода быстрого расширения было достаточно, чтобы оглушить любого. Тем не менее, Чутянь, который начал все это, вообще не показал свое лицо, потому что в это время у Чутяня было что-то более важное. В подземной исследовательской лаборатории города чудес. Чутянь заперся в лаборатории, потратив немало усилий в течение нескольких дней, чтобы сделать несколько вещей. Первым было извлечение костного мозга из божественных костей, вторым было извлечение сущности из кристаллических костей демона, а третьим было создание энергетического массива с использованием этих материалов высшего качества. Хрустальные кости демона были найдены в подземном дворце чистилища, а божественная кость была взята из судебной башни центрального государства. Эти 2 вещи были от богов и демонов, они были материалами высшего качества, о которых никто даже не мог просить, Чутянь не мог использовать только божественную кость и демоническую кость. Божественная и демоническая энергия, заключенная внутри, была слишком сильной, и смертные не могли противостоять ей, заставляя их сталкиваться с опасностью взрыва их тел. Вот почему Чутянь сохранил эти редкие материалы и никогда не использовал их. Был на самом деле метод, содержащийся в воспоминаниях древнего бога. Божественная и демоническая энергия могут нейтрализовать друг друга.
Пока использовался правильный метод, они могли достичь баланса и достичь состояния, которое может выдержать тело. Чутянь исследовал это в течение многих дней и теперь был готов использовать божественные и демонические материалы для приготовления пилюли. Однако, даже если эти двое могли нейтрализовать друг друга, они все равно содержали мощную божественную и демоническую энергию, которой было достаточно, чтобы нанести большой вред телу. Существовала вероятность того, что до того, как процесс закончится, тело человека разрушится из-за неспособности противостоять. Чутянь подумал о существовании этого риска, поэтому основным ингредиентом пилюли был пятицветный бессмертный фрукт. Это было потому, что у пятицветного бессмертного плода была мощная жизненная энергия и восстановительная энергия. Этого было достаточно, чтобы минимизировать этот риск. Изготовление этой пилюли было очень важно, и ее успех повлиял бы на будущее Чутяня. Глава 563. Создание пилюли. В хрустальной щели перед Чутянем были две разноцветные жидкости. Одна была из белого золота, а другая — из черно-фиолетового цвета, обе выпускали энергию. Казалось, сквозь них проносилась какая-то молния, и было трудно представить, какая сила была заключена в них. Две разные жидкости были сущностью, взятые из тела бога и демона соответственно. Чутянь очень ясно понимал, насколько мощна энергия, содержащаяся в этих вещах. Печь для пилюль, которую он использовал, была куплена у громовой ярости компании Комитета чудотворной торговли и изготовлена из материалов высшего сорта 4 уровня. Она была настолько сильна, что даже божественный гром Титана не мог ее уничтожить. Было несколько других массивов, используемых в создании этой пилюли. Помимо массива, который Чутянь использовал для рафинирования, было также большое количество стабилизирующих, аддитивных, упрочняющих и благословляющих массивов. Умный мозг использовал исходные камни для обеспечения энергии этих массивов. Подготовительная работа была в значительной степени сделана сейчас. Теперь он мог начать. Чутянь бросил в печь несколько драгоценных материалов, словно его не волновали деньги. Источники энергии вокруг него активировались одновременно, и руны загорались одна за другой, превращаясь в источники энергии. Энергетические массивы загорались одна за другой, поскольку они образовывали еще больше массив. Хонг. Сильные колебания энергии исходили из лаборатории, когда бесчисленные руны ползали вперед, как проворные черви, когда они покрывали поверхность печи. Когда различные вспомогательные массивы были активированы, Чутянь начал создание пилюли. Материал внутри печи был очищен, и раздался звук шторма, когда энергия внутри драгоценных материалов стимулировалась массивами. У Чутяня было очень спокойное выражение, поскольку он продолжал совершенствоваться в течение нескольких минут. Когда шторм звуков постепенно уменьшился, Чутянь поместил в печь пятицветный бессмертный фрукт. В тот момент, когда был помещен пятицветный бессмертный фрукт, большое количество странных знаков мгновенно появилось из печи. Там было пятицветное облако, всевозможные шумы, и волны духовной энергии мгновенно заполнили всю лабораторию. Печь сотрясалась несколько раз, и если бы не редкие материалы, используемые для ее изготовления, она бы уже взорвался. Травы внутри печи, все они были редкими предметами высшего сорта. Не говоря уже о цветном бессмертном фрукте 3 уровня среднего бессмертного класса, любая из этих трав может быть использована в качестве драгоценной основной травы в пилюле. Теперь же они использовались как поддерживающие травы, насколько это было расточительно. Чутянь постепенно чувствовал усталость, когда дрожь печи усиливалась, точно так же, как зверь, загнанный в угол и стучащий в печи, пытаясь вырваться из своего заключения. Эта сила была очень могущественной, и она была близка к пиковому 9-му культиватору истинного духа, который взбесился. К счастью, Чутянь поместил достаточно массивов, которые могли бы подавить эту силу. Тем не менее, позволить этой силе иссякнуть не было правильным выбором, так как это увеличит время рафинирования пилюли и значительно повлияет на качество пилюли. Пламя появилось, эти синие и белые языки пламени образовали двух драконов, когда они окружали дрожащую печь. Слабые следы пламени просочились в печь, и мощное пламя мира пустоты немедленно подавило дрожь, запечатав печь, словно в гигантский кусок льда. Пламя мира пустоты могло использоваться, чтобы подавить неистовую власть, когда пилюля формировалась. Чутянь увеличил скорость, очищая материал внутри печи, пока печь, наконец, не успокоилась. Чутянь махнул правой рукой, и печь была открыта, в результате чего вышел свет радуги. Волны духовной энергии заполнили лабораторию, когда несколько драконов танцевали в воздухе. Эта сцена была достаточно мощной, чтобы ошеломить любого. Слишком сильной, это было изображение рождения бессмертной пилюли, это была бессмертная пилюля 3 уровня, которая была близка к высшему рангу. Даже если это было дано кому-то в пиковом 9-м слое истинного духа, этого было бы достаточно, чтобы значительно увеличить его совершенствование. Не говоря уже о Чутяне, который только что достиг царства преображения духа. Если бы он прямо проглотил ее.
Не было бы странно, если бы он даже перескочил на 2 уровня совершенствования. То, что Чутянь хотел создать, не было бессмертной пилюлей. Эта бессмертная пилюля была только наполовину готовым продуктом для Чутяня. Чутянь не спешил вынимать бессмертную пилюлю. Скорее, он окружил ее пламенем мира пустоты, заставляя пилюлю возвращаться обратно в печь. Обеими руками он вылил демоническую и божественную сущность в печь, и 3 материала мгновенно смешались вместе, печь снова была опечатана, очередной процесс рафинирования начался. Если бы мастера-алхимики континента увидели метод очищения Чутяня, их глаза выскочили бы из орбит. Такого еще не было. Пиковые пилюли были очищены с большим усилием, но эта пилюля для Чутяня была не готовым продуктом, а скорее полуфабрикатом, его можно даже назвать материалом. Чутянь использовал пилюлю в качестве основного материала и использовал божественные и демонические сущности в качестве вспомогательных материалов. Все 3 собрались вместе, и они снова были очищены. Используя эти ингредиенты для улучшения пилюли, этот вид шокирующей техники мог сделать только изобретательный и опытный алхимик. Это было связано с тем, что суть рафинирования пилюль заключалась в том, чтобы удалять примеси, сплавлять эссенции, создавать изменения и снова объединять все вместе как возвышенный продукт. Извлечь сущность из обычных материалов было уже очень сложным делом, не говоря уже о том, чтобы объединить, изменить и поднять. Сама пилюля была очень сложной с различными нестабильными ингредиентами, содержащимися внутри. Никто никогда не слышал о том, чтобы кто-то снова возвращал пилюлю в печь и использовал ее в качестве материала. Чутянь был просто маньяком, бессмертная пилюля раскололась в печи, и она была наполнена взрывами. Вся печь содрогнулась от сильной энергии, которая ударилась о несравнимо прочные стены печи. Различные инструменты внутри лаборатории начали трескаться, и стены во всех направлениях начали образовывать большое количество трещин. Чутянь использовал бессмертное тело звездного света, чтобы силой блокировать эту атаку. Он даже не моргал, продолжая смотреть на печь и продолжая совершенствоваться. Демоническая и божественная сущность объединились с раздробленной пилюлей в печи, и произошло нечто невероятное. Фрагменты растворились, в то время как демоническая и божественная сущность затвердела. После этого он начал надуваться, словно воздушный шар. Это было похоже на новорожденную плаценту, растущую с невероятной скоростью, печь продолжала трястись, и стены издавали звуки, словно они собирались треснуть. Божественное чувство Чутяня обнаружило большое количество крошечных трещин на стенах печи, как будто печь вот-вот взорвется. Как только энергия в печи потеряет контроль, даже если лаборатория не будет взорвана, это нанесет большой ущерб лаборатории, он должен был продержаться. В противном случае все его усилия будут потрачены впустую. Тело Чутяня издало звук взрыва, прежде чем он выпустил мощный клон пламени. Этот клон был только что сделан из пламени мира пустоты, но в нем было все божественное чувство Чутяня. Он обрушился прямо на печь, которая была наполнена пламенем, и пламя мира пустоты просачивалось сквозь трещины, образуя барьер между печью и материалами. Вся печь теперь выглядела словно из пламени. Чутянь разделил свой разум, когда он использовал свое божественное чувство, чтобы стабилизировать печь, используя свою духовную энергию для активации массивов. Трещины в печи медленно увеличивались, и энергия внутри становилась все сильнее и сильнее, но обработка продолжалась медленно и спокойно. Волны колебаний энергии уже распространялись по всей подземной исследовательской лаборатории. Даже самый медленный человек мог также чувствовать существование этой силы. Эта энергия была слишком ужасающей, даже если бы крыло смерти и другие были здесь, их выражения изменились бы. Какой ужасающий эксперимент проводил городской лорд? Если он не удастся, не только разрушится подземная лаборатория, но будет трудно сохранить жизнь городского лорда. В то время как все чувствовали себя беспокойно, Чутянь достиг критического момента в своем эксперименте. По всей печи была паутина трещин, и пламя мира пустоты не могло долго продержаться. Это плохо. В таком темпе оно определенно взорвется. Чутянь чувствовал, что эта вещь была в значительной степени усовершенствована, но эта вещь не сформировала пилюлю после всего этого усовершенствования. Однако другого пути не было. Печь уже была сильно повреждена, и эта штука была слишком мощной. Как легко было сделать эту пилюлю? Если лекарственная сила не может сформировать пилюлю, печь взорвется, когда она откроется, и травы станут бесполезными. Теперь он достиг последнего шуга. Сможет ли стадия застывания пилюлю провалиться? Как он мог быть готов? Чутянь знал, что ситуация очень плохая, потому что создание этой пилюли казалось чем-то невозможным. Что делать? Как он мог решить это? Гонка со временем не позволила ему обдумать эту проблему. Чутянь сжал свое сердце и стимулировал свое пламя мира пустоты, послав все это в печь. Огромное количество пламени мира пустоты с лечебной энергией внутри пилюли объединило целебную энергию и сущность внутри печи. Сейчас. Печь взорвалась, так как не смогла вынести ущерб, и страшная волна разлетелась во все стороны, разбив все оборудование внутри лаборатории. Особые стены с рунами, делающими их сильнее, разбились вдребезги, словно бумага.
Хонг, вся лаборатория была взорвана на куски, хотя печь взорвалась, вещи внутри печи были завернуты в слой пламени мира пустоты. Это было что-то, что смешало золотисто-белый с пурпурно-черным, окружённое искрящимся радужным сиянием. Пламя мира пустоты окутало все внутри, как воздушный пузырь. Чутянь рванул вперед, и его руки вошли в воздушный пузырь, захваченный пламенем. Чутянь выпустил свой исходный дух, когда его глаза стали черными, и он превратился в бездонную черную дыру. Мощное притяжение привлекло окружающую энергию в его тело. В одно мгновение волны за волнами энергии дико лились в его тело. Чутянь не замораживал пилюлю, а, напротив, он полностью всасывал все. Глава 564. Внезапное развитие. Чутянь снова сделал что-то новаторское. Он использовал пламя мира пустоты, чтобы запечатать лекарственную силу, а затем использовал пламя печи, чтобы продолжить очищать материал. В то же время он использовал свою врожденную энергию поглощения, чтобы пропустить шаг застывания пилюли. Или можно сказать, что он использовал свое тело как сосуд для застывания пилюли, большое количество энергии наполнило его тело. Чутянь прямо использовал ее, чтобы улучшить свое тело. Это был, без сомнения, очень опасный шаг. Человеческое тело было очень слабым, и даже если бы это было мощное тело, подобное телу бегемота, было бы очень трудно противостоять такого рода разрушениям. Царство совершенства бессмертного тела звездного света сделало телосложение Чутяня и его силу регенерации превосходящими нормальных людей, но это не означало, что его телосложение могло соответствовать сверхмощному чудовищу бегемоту. В тот момент, когда бесконечная энергия вошла в его тело, кожа и мышцы Чутяня были разорваны, и он получил тяжелые повреждения меридиан. Не быть разорванным на месте было уже большим чудом. Энергия начала двигаться еще быстрее внутри Чутяня, и всего за несколько вдохов Чутянь был покрыт бесчисленными порезами с головы до ног. Этого урона было достаточно, чтобы уничтожить нескольких бегемотов, и его тело разрушалось почти мгновенно. В этот крайне критический момент тело Чутяня было покрыто радужным светом. Его плоть, которая была ранена, была быстро восстановлена какой-то энергией. Идеи Чутяня были очень правильными. Он уже догадался, что не сможет принять крещение божественной и демонической энергии, поэтому он решил усовершенствовать бессмертную пилюлю с мощным эффектом самовосстановления. Он использовал силу бессмертной пилюли, чтобы исцелить обратную реакцию на свое тело. Текущее состояние Чутяня было бесконечным циклом разрушения и восстановления. Этот процесс, несомненно, был болезненным, но он позволил полностью изменить его тело. Каждая его капля крови, каждый кусок плоти и каждая кость были наполнены демонической и божественной силой. Совершенствование Чутяня взлетело во время этого процесса. Шестой слой истинного духа, пиковый шестой слой истинного духа, седьмой слой истинного духа, пиковый седьмой слой истинного духа, восьмой слой истинного духа. Такого рода повышение никогда не случалось с Чутянем раньше. Он пропустил несколько уровней совершенствования и, наконец, достиг 8-го уровня истинного духа. Если бы большая часть энергии не использовалась для изменения его тела, совершенствование Чутяня могло бы даже достичь пика царства истинного духа. Чутянь не заботился о повышении уровня, потому что уровень совершенствования не значил так много для него. Его совершенствование можно было постепенно увеличивать, но получить шанс на преобразование тела было трудно. Весь процесс был интенсивным и коротким, примерно через час вся энергия была израсходована. Одежда Чутяня была разорвана на части, но его тело казалось намного сильнее, чем раньше. Каждый дюйм плоти казался плотнее, и каждый кусок его мышцы был наполнен силой, высвобождая слабое, но яркое свечение. Успех, успех! Чутянь мог ясно чувствовать, что он возродился, когда божественная и демоническая энергия текли по его телу. От его костей до крови и мышц все они претерпели значительные качественные изменения. Было слишком много шума из подземной лаборатории. Мэн Цинву всегда обращала внимание на это место, потому что она очень волновалась о состоянии Чутяня, поэтому она позвонила Деларес и Крылу Смерти, у которых были дела в чудесном городе. Они пришли в подземную лабораторию, чтобы увидеть состояние Чутяня с несколькими другими членами высокого уровня Комитета чудотворной торговли. Кто бы мог подумать, что когда они прибудут, Чутянь уже все закончил. Он уже переоделся в новый халат, когда появился перед всеми. Нангунь Юнь удивленно крикнула: «Босс, что здесь произошло? Почему ты вдруг изменился?» Все обнаружили, что фигура Чутяня стала лучше, чем раньше. Его мышцы были гладкими, но не преувеличенными, обтекаемыми по внешнему виду и обладающими взрывной силой дикого леопарда. Его кожа была еще более гладкой, чем у эльфов. Его рост даже увеличился на 5-8 сантиметров. Чутянь уже хорошо выглядел, и теперь, после этого большого изменения, его мужественность была подчеркнута, увеличивая его очарование в несколько раз. Многие женщины-эльфийские исследователи, смотрящие на Чутяня, не могли помешать их щекам покраснеть, их сердца быстро бились, и они стали шептаться.
Чутиня не заботило изменение его внешности, потому что он уже чувствовал себя красивым, даже немного очарования только добавляло к его совершенству. Теперь он действительно хотел знать, насколько сильно увеличились его различные аспекты после трансформации демонической и божественной сущности. Идемте, мы идем на экспериментальное поле. Экспериментальное поле использовалось главным образом для проверки мощности оружия или талисманов, поэтому было большое количество таких полей для испытаний. Чутянь подошел к металлической кукле, высота которой была около 3 метров. Каждая из этих металлических кукол была сделана из металлов 3-го уровня, так что разрушительная сила могла быть измерена тем, насколько ей был нанесен ущерб. Господин городской лорд, вы уверены, что хотите использовать эти куклы? Кларк нерешительно напомнил Чутяню. Эти куклы используются для испытания наших пушек изначальной энергии, мы никогда не использовали их для проверки личной силы. Только варвары с физической силой, которая в несколько раз больше, чем у нормальных людей, хватит пустых слов, выпускай их всех. Несколько металлических кукол вышли. Глаза Чутяня упали на первую куклу, и его кулак сжался, в результате чего его кости издали несколько звуков. Не используя никакой техники совершенствования или духовной энергии, Чутянь высвободил свою физическую силу. Как пушечное ядро, он врезался в металлическую куклу. Со звуком гонг тело в несколько тонн куклы рухнуло, и она улетела на несколько десятков метров, а затем покатилась еще на несколько десятков метров. Металлическая поверхность создавала искры и звуки, болезненные для ушей, когда она царапала землю. 32% разрушений. Исследователь вытер пот. Сила кулака господина городского лорда уже близка к силе пушки изначальной энергии. Все показали шокирующие взгляды. Кулак был наравне с пушкой изначальной энергии. Не было ли это слишком преувеличено? Даже если бы Чутянь использовал свою духовную энергию, его разрушительная сила не смогла бы быть такой же мощной, как у пушки изначальной энергии. Теперь все заметили, что когда Чутянь послал свой удар, он использовал только свою физическую силу, поэтому эта разрушительная сила была чистой физической силой. Если бы только тело могло быть таким сильным, тело Чутяня не отличалось бы от тела великих зверей древней эпохи. Чутянь покачал головой, словно не был доволен. Он сошел с обеих ног. Кулак Чутяня с резким скрипящим звуком врезался в металлическую куклу, словно гора. Кукла обрушилась и отправилась в полет. 38% разрушений. Чутянь вылетел перед другой куклой, как стрела. Его правая нога полетела, как топор, голова куклы оказалась в груди, а колени упали в землю. 40% разрушений. Сила Чутяня росла с каждой атакой, причем каждая атака имела явное увеличение силы. После того, как Чутянь уничтожил 5 кукол, он внезапно перестал двигаться. В его глазах появился золотой свет, когда он выпустил мощное божественное чувство, двигая 5 кукол и собирая их в ряд. Что он хотел сделать, все показали смущенные взгляды. Кулаки Чутяня сжались, и он выглядел не так, как раньше. В его глазах появился слабый красный свет, красный, который не представлял пламя, а скорее дикую силу, которая смотрела свысока на все сила. Это была одна из 9 сил источника духа Чутяня. Чистая физическая сила, чистая сила разрушения. Хотя Чутянь всегда раньше мог использовать эту силу, но так как его тело было недостаточно сильным, он не использовал эту огромную силу. Он никогда не встречал условий для высвобождения этой силы, были трещины шириной в несколько метров, образовавшиеся с Чутянем в центре, он был словно гигантский дракон, ступающий на землю. На самом деле, когда Чутянь спрыгнул, он был как стая бегемотов, несущих разрушительную мощь, которая могла разрушить все на его пути. Гар. Чутянь издал низкий рев. Хотя он не использовал духовную энергию, это было похоже на рев грома в ушах каждого, кто это слышал. Это заставляло людей чувствовать, что они смотрят не на человека, а на гигантского дракона или бегемота. Кулак Чутяня создал ослепительное пламя в воздухе, когда он врезался в первую металлическую куклу. Металлическая кукла была разбита как тесто, поскольку она скручивалась под силой, которой она не могла противостоять. Наконец, со взрывным звуком она разбилась на месте. Это ужасающее могущество прошло через первую куклу, когда она приземлилась на вторую, которая также разбилась, как первая. Когда он ударил третью куклу, эта ужасающая мощь немного ослабла, поскольку рухнула только половина куклы. Это оставило глубокую дыру в груди четвертой куклы, прежде чем, наконец, ударить пятую куклу. Пятая кукла взлетела высоко от этой дикой силы, и она больше не была в человеческой форме, когда упала. Первые 3 имели 100% уничтожения, четвертая имела степень разрушения 90%, пятая имела степень разрушения 70%. Эту ужасающую силу, которая исходила от одного удара Чутяня, можно сравнить с бегемотом того же уровня совершенствования. Даже самая мощная пушка изначальной энергии от Комитета чудотворной торговли не смогла достичь такого уровня мощности. Что было еще страшнее, так это другое. Чутянь не использовал методы совершенствования,
Он просто использовал чистую мощь своего тела, другими словами, только тело Чутеня уже превысило пределы смертного. С этого дня, даже если у него истощилась духовная энергия, он мог использовать эту дикую мощь, чтобы противостоять любому совершенствующемуся того же уровня, сила этого кулака была слишком большой. Кулак Чутеня был кровавым, но ни единой капли крови не выпало. Чутянь не исцелил его, но его раны залечили себя сами за короткий промежуток времени. Через некоторое время он вернулся в нормальное состояние. Этот ужасающий восстановительный эффект не должен был быть у людей, Чутянь уже превзошел тело смертного, и он мог ворваться в царство небесной области. У него даже был капитал и потенциал, чтобы ворваться в более высокое царство. Глава 565. Проблема. Подавляющая сила Чутеня оставила глубокое впечатление и шок у любого, кто лично был свидетелем этого, даже эльфийский король и повелитель драконов не были исключением. Не было бы странно, если бы Чутянь был бегемотом, но Чутянь был всего лишь человеком, люди были изначально слабыми, телосложение человека было слабым, независимо от того, сколько места было для роста человека, их тело все еще были человеческими телами. Люди сильно полагались на духовную энергию, и они не были сильнее нормального человека, когда они использовали всю свою духовную энергию. Они никогда не слышали о человеческом теле, столь же сильном, как у бегемота. Эти двое были высокопоставленными экспертами в Царство Небесной области, силы Чутеня было недостаточно, чтобы попасть им в глаза, но скорость его роста была просто слишком шокирующей. Он перепрыгнул на несколько уровней за один сеанс совершенствования за закрытой дверью. С такой скоростью Чутянь скоро достигнет Небесного Царства. Совершенствование Чутеня могло развиваться внезапно, главным образом из-за его богатой подготовки. Чутянь не только впитал в себя божественную и демоническую сущность, у него также было несколько других бессмертных трав и драгоценных материалов с пятицветным бессмертным фруктом в качестве основного ингредиента. Этого было достаточно для того, чтобы кто-то в пиковом 9 слое истинного духа достиг Царства Небесной области, но теперь он использовался для нескольких тривиальных уровней. На самом деле тесты Чутеня только начались, и он начал проверять различные другие аспекты. Чутянь обнаружил, что после того, как он впитал божественную и демоническую сущность, хотя он не мог противостоять всем проклятиям, ограничениям и ядам, словно настоящая божественная кровь, он был невосприимчив к большинству из них. Хотя у Чутеня не было агрессивности демонической крови, способности Чутеня имели сильную агрессивность и демоническую ауру. Помимо этого, было улучшено качество духовной энергии Чутеня, его стойкость в меридианах и различные другие аспекты. Этот эксперимент никогда не был записан ранее, и никто никогда не пытался его выполнить. Эта процедура была очень опасной, потому что будь то бог или демон, это были слишком мощные существования, которые обычные существа даже не могли себе представить. Пытаться получить божественную или демоническую энергию было просто сумасшествием. Даже древняя небесная раса не смела бы напрямую впитывать демоническую или божественную силу. Они будут поглощать энергию через специальные поля для выращивания трав и использовать эти травы для трансформации себя. А Ту случайно попал на древнее сельскохозяйственное поле, чтобы получить сокровище. Наконец, ему повезло не умереть, но он также изменился до неузнаваемости. Теперь он больше не похож на расу своего происхождения и превратился в монстра. Чутянь проанализировал особенности демонов и богов с помощью воспоминаний древнего бога, наконец, составив план нейтрализации демонической и божественной силы. Он никогда не думал, что это удастся до такой степени. Увеличение силы Чутеня было немаленьким, и он немало выиграл, объединив их вместе. Человек мог сделать себя таким же сильным, как дракон или бегемот. Повелитель драконов сказал несколько унылым голосом: «Городской лорд Чутянь действительно искусен, вы действительно можете создать подобный небесный сдвиг». Стоит ли упоминать этот маленький трюк? Тебе не нужно завидовать мне, я просто экспериментировал над собой. Чутянь прямо пообещал всем: расслабьтесь, у всех будет такой же шанс. Все показали шокированные взгляды. Как все могли этого добиться? На самом деле Чутянь вынул несколько кусочков кости древнего бога из Центральной государственной судебной башни, и Чутянь не мог использовать все сразу. Тем не менее, этого было недостаточно для того, чтобы другие претерпели такое же изменение, ведь не все могли выдержать то, что сделал Чутянь, и для этого требовались бессмертные материалы, которые было трудно найти. Не было никаких других способов. Чутянь привел людей в мир чистилища, используя специальный метод для добычи древней сущности крови демона, одновременно изучая алтарь небесной расы. Затем он вернулся в город чудес через транспортную башню и разделил небольшую территорию в садах чудес. Он подражал фермам небесной расы и использовал древнюю сущность крови демона в качестве материала, потому что в садах чудес существовало древнее древо жизни. Для его роста потребовалось бы до 100 лет, но теперь он может вырасти всего за 20-30 лет. Чутянь мог легко получить травы, содержащие могущественные силы древних демонов. Поскольку энергия древних демонов внутри трав была слишком сильной, их нужно было сильно ослабить перед использованием.
Ему просто нужно использовать кости древнего бога и использовать листья древа жизни вместо пятицветного бессмертного плода. С этой ситуацией он мог усовершенствовать более слабую версию пилюли бога и демона. Хотя пилюля была бы значительно ослаблена, не способная создать такую трансформацию, как у Чутеня, она могла бы позволить обычной форме жизни стать экспертом в Небесном Царстве или даже достичь более высокого уровня. В то же время это значительно увеличит их культивирование. Пока Чутянь был занят, Мэн Цинву срочно позвонила ему, сказав, что есть что-то очень важное для обсуждения. Когда Чутянь пришел в Форт Лорда, он увидел большинство присутствовавших командиров чудесного города. Чутяню не нужно было догадываться, что они собираются на войну, когда увидел этот состав. Великая страна Чжоу послала срочный доклад. Королевство Орлиного Захоронения мобилизовало войска, чтобы устроить засаду на 3 северных страны, и, будучи застигнутыми врасплох, более 10 городов были уже захвачены. Большинство территорий северной страны также захвачены. Выражение Мэн Цинву было очень серьезным. Исходя из скорости и движения войск, это должна быть спланированная атака. Они даже сохранили достаточно сил, чтобы справиться с нашими подкреплениями. Это означает, что благодаря методам сбора разведывательной информации в царстве Орлиного Захоронения они даже знают нашу силу в лесу хаоса. Чутянь не мог не поднять брови. Орлиное царство Захоронения было большим королевством, которое быстро расширялось. Они были царством духовных зверей, где все их граждане были солдатами, и у них были миллионы обученных элит, а также они развивали окружающие малые и средние страны. Свирепость и скорость духовных зверей во вторжениях позволили им выжить и вторгаться как стая волков. Даже среди других враждующих королевств континента Орлиное царство Захоронения было одним из королевств высшего ранга. Такая агрессивная страна за короткий промежуток времени собрала половину своих войск, используя их для нападения на союз 3 стран, которым руководила великая страна Чжоу. Это было похоже на использование ножа мясника, чтобы убить курицу. Наиболее вероятная возможность состоит в том, что Орлиное царство Захоронения знало о существовании леса хаоса. Они не только знали о лесе хаоса, но даже знали, что в нем скрыто несколько сил, способных противостоять Орлиному царству Захоронения. Но это было не самое главное. Самым важным было то, что эти силы сформировали альянс и поддерживали союз 3 королевств. Когда эта новость была отправлена в Орлиное царство Захоронения, как они могли не почувствовать давление, одна только эта причина заставила их отказаться от сражений, которые они гладко выигрывали, используя все для нападения на союз 3 королевств. Однако то, что смутило людей, было, как царство Орлиного Захоронения узнало о силах в лесу хаоса. Лес хаоса находился в десятках тысяч миль от царства Орлиного Захоронения. Лес хаоса был закрытым местом, и в 3 королевствах не было много людей, которые знали бы ситуацию в лесу хаоса. Царство Орлиного Захоронения было так далеко и без каких-либо торговцев, как они узнали и подтвердили эту новость. Это была не маленькая проблема. Чутянь подумал об этом, прежде чем сказать. Неважно, в конце концов, нам все равно пришлось бы сражаться с царством Орлиного Захоронения. Поскольку они проявили инициативу в атаке, мы могли бы также воспользоваться преимуществом домашнего поля. Комитет чудотворной торговли уже не тот, что был раньше. 4 силы Альянса не слабее враждующих королевств. В худшем случае мы получим 10 гигантских драконов из хребта драконов, 10 бегемотов из диких гор и некоторую поддержку от Вечного леса и горного хребта гигантов. Я не верю, что мы не сможем победить армию Орлиного царства. Эта проблема не так проста, как ты думаешь. Мэн Цинву покачала головой и сказала, независимо от того, насколько сильны местные силы леса хаоса, они все еще местные и не могут идти против целой страны. В королевстве Орлиного Захоронения насчитывается более 10 миллионов солдат, с чем не может сравниться ни одна из сил Лесного Альянса. У нас есть только превосходство в количестве экспертов, но, столкнувшись с абсолютным количеством, было бы трудно изменить ход событий, даже если бы мы отправили большое количество экспертов. Не говоря уже о том, что Альянс 3 королевств не находится на территории Лесного Альянса. Не будет никаких сил, которые рискнули бы сражаться за нас. У Мэн Цинву была своя причина сказать это. Еще одна вещь, которая меня беспокоит, это то, что я думаю, что нападение Орлиного царства на юг не случайно и было вызвано какой-то другой силой. Тот, кто их взволновал, вероятно, является лесной державой, а другой пытается разрушить лесной альянс. Подземный мир — самая подозрительная сила. Мэн Цинву продолжила спокойный анализ. У нас очень мало информации о подземном мире, мы знаем только, что могущественная королева пауков очень амбициозна. И единственный, кто не хочет видеть существование Лесного Альянса, это они, и вопрос о том, как мы отправились в чистилищный мир, не должен был ускользнуть от их информационной сети. Поэтому, будьте в чистилищном мире, поверхностном мире или подземном мире, Лесной Альянс — это заноза. Царство Орлиного Захоронения — это только их первый шаг против Лесного Альянса, но я не думаю, что это их единственный ход. Чутянь кивнул, анализ молодой мисс очень логичен.
Тогда какую защиту, по мнению молодой мисс, мы должны развернуть? Заимствование внешней силы, когда внутренней силы недостаточно, это тактика, используемая с древних времен. Царство Орлиного захоронения — мощная внешняя сила, но этого недостаточно, чтобы потрясти лесной альянс, это только для того, чтобы привлечь наше внимание. Если зачинщиком этого дела является подземный мир, они будут подкупать лесные державы малого и среднего размера, чтобы нанести удар нам в спину, а также поджечь наш задний двор в чистилищном мире, атакуя наше влияние в чистилищном мире. Правильно, это то, о чем мы можем думать. Чутянь также сказал: «Я считаю, что подземная королева прожила так долго, и подземные духовые насекомые должны быть рядом с различными большими силами в лесу. Есть некоторые движения, о которых мы можем думать, также есть те, о которых мы не можем подумать. Поэтому, пока мы не можем увидеть полную картину, мы должны быть осторожны». У всех были серьезные выражения. Лесной альянс был образован не так давно, и это самое важное время, когда он еще только формируется. Они столкнулись с такой большой проблемой и кризисом так быстро.